Разметил плечи прямо по месту, накрутив на шток вторую гайку. Для сварки сразу закрепляю плечи струбцинами и прихватываю в нескольких местах. Потом провариваю. Для некоторых работ на прессе нужна прижимная плита, двигающаяся параллельно основанию. Поэтому заранее сделаю под нее направляющие. Направляющие из шпильки с резьбой М14. Поэтому высверлю под них два отверстия 14 диаметром в профиле. С водой сверлится легче и сверла живут дольше. Сразу собираю направляющую. Выравниваю и варю их по месту. Направляющие съемные. Внизу закручиваются в гайку М14, которая приварена к раме. Сам пресс-винт состоит из штока, шпильки с резьбой М20, рукоятки из профильной трубы сечения 20 на 20 мм и свободно вращающегося поршня. Сначала приварю рукоятку. Важно приварить ее под прямым углом к штоку. Будет удобно работать. Для этого зафиксирую рукоятку магнитными уголками к хвостам направляющих, пока еще их не отрезал.
Теперь можно отрезать ненужные хвосты направляющих. Поршень сделаю из обрезков швеллера и уголка. Для начала вырежу круг основания. Здесь важно взять достаточно толстый металл, так как он будет передавать всю нагрузку на деталь прессовки. Я взял 8-мм пластину. Придаю заготовке форму круга, насколько это возможно болгаркой. Вторая часть поршня скоба сделана из П-образного швеллера толщиной 5 мм. В верхнюю часть нужно вварить направляющую втулку, чтобы поршень не болтался на штоке. Для нее отлично подошел сантехнический сгон 3/4 дюйма. Сверлом 4 мм с водой высверливаю в скобе как можно больше отверстий по диаметру втулки. Там, где можно, срезаю перемычки между отверстиями сверлом.
Далее просто выбиваю пробойником отверстие и убираю заусенцы полукруглым напильником. Идеально подгонять не нужно, так как сварной шов все закроет. Важно, чтобы втулка вошла в отверстие. Собираю поршень для сварки. Сначала втулка, потом на круг шайба, 2 гайки, еще шайба и П-образная скоба. Завинчиваю шток до упора и все выравниваю. Чтобы уменьшить трение на обратном ходе, нужно оставить зазор между верхней шайбой и П-образной скобой. То есть опустить втулку на пару миллиметров ниже уровня скобы, чтобы она упиралась в шайбу. Ввариваю сначала втулку в скобу. Теперь привариваю скобу к нижнему кругу. Проверяю, что все свободно крутится, и провариваю швы. Нижняя шайба является направляющей и ограничителем для опорной точки штока, поэтому ее прихватываю сваркой к кругу.
Вот такой получился поршень. Нижнюю часть резьбы штока нужно зачистить, чтобы она не расплющивалась при работе и не мешала закручивать гайки. В места трения закладываю смазку. Поршень фиксируется с помощью законтренных гаек и свободно вращается независимо от штока. Навожу красоту. Пресс готов к работе. Приспособления для разных видов работ на нем смотрите в следующих видео. Спасибо вам за внимание.